как и обещали. Все, мы в Ижевске. Правда, гид сказал его не снимать. Да? Ага. Все. Но голос за кадром обещал, что будет. Давай, рассказывай. Вот к Ижстали приехали. Да, это У светофора камера в какой-то ДПС. степени Ограничение градообразующее 40. предприятие, Ни разу не был. которое, скажем так, в 90-е в том числе помогало, было бы очень так неплохо Ижсталь, существовать. да? Да. Вот, ну и сейчас, в принципе, тоже по сей момент она работает. Не в той силе, что в советское время, но работает. По-моему, наши грузятся. Наши машинки вроде бы. Я-то ни разу вообще в центре Ижевске не был. Ну, не то, что в центре, вообще в городе Ижевске не был. А у нас сегодня такая культурная программа. Мы сегодня потом еще куда поедем? Потом набережная, потом Центральная площадь, Вау, потом обзорная по городу, вау. и потом в соседний городок еще заедем. Сарапул. Сарапул. А что в нем интересно? Сарапуле, по сути, это тоже речной порт. Что там? Речной порт Сарапул. Речной. Потом набережная Сарапула. Кратко очень это дача Пашинина. Такой музей. Туда не факт, что уже получится попасть. Не, мы уже, конечно, ни в какие музеи заходить не будем. Пока, Визуально мы посмотрим. всё пока равно. обзорно, да. Вот, и дом Купца. Ясно. Камера ДПС. Ограничение 60. Короче, начинаем с Ижстали. Да, это вот у нас улица, которую активно ремонтируют по безопасным и качественным дорогам, но что-то не особо видно, чтобы хорошо. Это, кстати, недавно положили этот асфальт. Положили. Да. Не поклали, да? А положили. Просто взяли и положили. Это они умеют, да. Ну там сейчас скоро снова новый асфальт пойдет, в принципе. Ижсталь это же старое предприятие уже. Ой, Оно, ему же можно готов-то. сказать, это как раз от него город и начался. Да, только хотел сказать. Что сделать? Появился Ижсталь, появился Ижевск. Потому что раньше тут были мартеновские печи со всеми вытекающими последствиями. Сейчас эти печи уже демонтированы. И сейчас все полностью на электричестве работает. Ну и газ еще возможно. Электричество, в принципе, в городе прилично, поэтому... А у вас это, ну, вообще Ижевск газифицирован? Газифицирован полностью, можно сказать. У нас электричество в основном идет от... Сейчас. Электричество идет у нас в основном от двух ТЭЦ. От двух ГЭЦ. И от... Сколько у нас там получается? Можно сказать, что 3 крупных ТЭЦ. А сколько населения? 630 примерно. 630 тысяч. В принципе, так. И немного, и немало. Ну да, в принципе. Сейчас мы чигирями к набережной поедем. Ладно, и поехали к набережной. Ух ты, нифига себе какой вид. Это подожди, это ж... Это наш пруд. Это ГЭС, наверное, какая-то так что? Нет, это пруд. У нас под плотином есть по сей момент, мы по ней еще сейчас проедемся. Вот раньше, по сути, этот пруд и снабжал энергией наш завод Ижсталь. Вот пешеходных переходов нигде нету, поэтому можно не останавливаться, чтобы туда пройтись. Мы попозже остановимся. Ясно. В будний день явно будет на чем рядом остановиться. Понятно. Но это Камаш у вас типа? Нет, это Иж. А, Иш, река Иш, точно. Кама попозже. А там так, наверное, я так понимаю, это уже впереди. Самый центр. Ну да, мы по сути со стороны набережной попадаем фактически в самый центр. Понятно. Ладно, едем. Пошло развитие куда-то. Это вот
Андрей Федорович Дерявин, да? Строитель. Ижевского оружейного завода. Можно сказать, основатель Ижевска. В какой-то степени, да. Потому что после него началась та история города, про которую мы уже там. Еще раз, это у нас что? Это Ижевский прод. Ижевский. Полностью искусственный. Это искусственный, да? Да, его полностью выкопали вручную лопатами. Да ты что? Да, это не современное сооружение, это очень давно все копалось. Ты говоришь, и рыбка водит? Вот смотри, точно и ловят. Да, смотри. рыбки, рыбачь во всем. Ну, даже на этих вон можно и какую-то экскурсию провести на кораблике, прокатиться. Большое, да? Он туда далеко уходит, получается? Ну, туда где-то километров, я думаю, 6-7. Нифига себе. А это там уже вон эта парковая зона, да, ваша? Да, это парк Горького. Вот. И что у нас там еще? А там храм какой-то, он, смотрю, большой, да? Да, Свято-Михайловский. Собор. И там дальше обновленный центр начинается. Так-то ничего, так тут это. Место для прогулок, вообще так хорошо. Сразу контраст такой вот там. Такой немножко пошарпано все. Ну да. Ясно. Пока главы в городе прямом смысле слова не назначили еще пока. Вот эта плотина у нас Ижевского города. Сейчас мы едем в сторону центра. Почти Петропавловская лестница. Ух ты как. С заходом, да. Наверх. Интересно, да, такой подъем такой. Тут, наверное, когда снежок пройдет, так. Ну, здесь больших машин мало бывает. Да, здесь грузовики-то здесь не ездят, согласен. Но маленькие тоже бывали. Шлифуют, да? Когда самое начало только зимы Налеются еще. встречаются моменты. Парк отдыха. Такой небольшой. Да, он совсем компактный. Но Это не основной парк, который там вот по ту сторону города. там еще один есть? Да. Большой достаточно парк. Парк имени Кирова. Ясно. Сейчас найдем где припарковаться. Вид сверху на Ну пруд. да. Явно где-нибудь можно было припарковаться. Ну да, красиво. Как сказал бы этот Иван Васильевич-то, да? Эх, красота-то какая. Лепота, да. Ух ты. А это? Это так называемые лыжи Кулаковой, неофициальное название. Как? Лыжи Кулаковой, это неофициальное название. А, официальная? Более официальное это про дружбу народа. Это все, мол, дружим. Удмуртская ССР. Монумент дружбы народа. Все Правильно называется. Вот. Можно сказать, под ключ сделали. Это уже типа все современное такое, Да, современные человейники сделали. Ага. Они, как они считают, по всем правилам сделаны. Тут, наверное, это, ну, и, наверное, ценник самый дорогой. Ну, один Да из самых нет, дорогих. я не думаю, что самый дорогой это там, которые две свечки отдельно стояли за монументом дружбы народов. Ну. Вот там, да, там, в принципе, ценники, скажем так, за хорошую хату это около 30 получается. Мультов. Да. Я не знаю, что там
проекте. Причем еще и дышать можно вот спокойно, и не соседей слушать. Полностью с тобой согласен. Я тоже на окраине жил. И ничуть в этом не жалею. Это вот у нас дворец пионеров, бывший, сейчас он называется Дом творчества юных. Это что мы проехали только что. Да. Сейчас мы куда Это мы выезжаем? приезжаем на улицу Кирова, одна из магистралей, которую решили зачем-то переложить. Хотя она, в принципе, терпимая по качеству. Это не улица Пушкинская, которая У светофора камера ДПС. Ограничение ушатали 60. со всеми полностью. Какой у вас еще трамвайчики такие. И современные есть. Есть и древненькие, есть и современные. Ну да, но древненькие постепенно уходят. Ну, понятно, что уже надо убирать. Сейчас мы заедем в магазин «Океан». Бывший. У светофора камера ДПС. Называется Ограничение 60. И что мы там будем делать? Мы заедем за тортиком. Да ты нехороший человек, но я только похудел за отпуск. Куда деваться? Чувак, что ты? У меня нет слов. Одни мысли. И те я озвучивать не буду. Кого? А того, сбежавшего Варламова, да. Ага. Его жена якобы делала. Ага. Центральная площадь города Ижевска. Мы сейчас на нее выходим. Ого. Здесь, наверное, сцена, да, какие-то там всякие Это концерты. сухой фонтан, так называемый. В смысле, сухой? Ну, скажем так, можно в нем купаться обычно. Там сейчас замена воды идет. Мгм. Периодически воду А, вон меняют. дети вон балдеют, да? Мы туда еще Ага. Ух ты. А это, дай угадаю, дом правительства. Там, где творятся все возможные непотребства нашего города. Какой я догадливый, а? А это Там- чего справа? Это драматический театр. Ага. Ваш местный? Да, скорее Ну. всего. Ух, отсюда. А, тоже на этот. Чуть не забился. Как его? На пруд. Тоже вид открывается. Тут неплохой будет. Понятно. Ну, можем сказать, да. Отель «Космос». Это бывший парк-ин. Отель. До этого вон. Там тут. Ясно. Короче, самый-самый центр. Дети кайфуют, а? Ну да. Я такое только в этом. Блин, где-то я во Франции видел. Как этот город, забыл название. Приграничный. А так вот, пожалуйста. И никакого этого не нужно. Запустил их и все, пускай балдеют, да? Жарой. Класс. Это музыкальное представление. Ага. Вот это все подсвечивается и так музыки. Класс. Отдать детворе развлечения, а? Ну, правильно, на улице, что, на улице где-то градусов 30. Ну и все, и под водичкой балдеют, и не жарко, и хорошо. А родители сели и отдыхают. Ну, класс. То, куда мы идем? Резиденция его, де-факто. Резиденция главы республики, да? Сейчас она называется так, да. Все понятно. А сейчас мы идем в сторону Вечного огня. Угу. Ну ничего такое у него дворец. Ну да, не знаю, сколько у него налог на имущество получается. Да. Налог на имущество. Работать очень хорошо, чтобы платить. Согласен, сколько комнат. Я как в Питере был Екатерининский, он не намного меньше.
Нет, это можно назвать Александровским. Александровский? Я понял. Это у нас... А где вечный огонь вон там. Да. Все, я понял. А это как называется, ты говоришь? Город трудовой доблести. Да, город трудовой Всё. доблести. Это как монумент Ижевск, город трудовой доблести. Все Да, понятно. то, что во время войны Мгм. получился очень такой хороший, существенный вклад. Ну, естественно, да, ковала здесь. И здесь победа ковалась, не только на фронтах. Потому что, в принципе, достаточно много народа тут. Совсем школьники работали. О, площадь Победы. Здесь, блин, красиво. Интересно сделано. Я что-то так тут с этим, со статуей не видел еще. Ну, мало во всяком случае. Оригинально так. Вот, а там дальше это Госсовет. Где-где? А вон там дальше Госсовет. А, по прямой? Да. Это типа Дума, да? Ну, что-то вроде, да. Все ясно. Думаю, даже что-то получается. Ну они должны же, работа у них такая, думать. Сыном и дочерям Удмуртии, внесшим вклад в победу в Великой Отечественной войне 1941-45. Класс. А это они из этого, из Ижевска, да, вот Да. Устинов, Калашников. У нас даже Ижевск, насколько там, на 3 года, по-моему, переименовывался в Устинов. Да. По-моему, с Ну, под- 84 по 83, по-моему, год. Нет, стоп. С 83 по 86, по-моему, всё. Но потом назад вернули. Да. Воинские подразделения сформированы на территории Удмуртии. Стрелковые, артиллерийские, авиационные. Молодцы. Полные кавалеры Ордена Славы. Герой Советского Союза, наши земляки. Ого. Сколько. Ну, класс. Раньше популярный был магазин, а сейчас не выдержит конкуренцию. Это кто? Центральный? ЦУМ? Да. Понятно. А это что ты говоришь? Два кинотеатра напротив друг друга, да? Ну да. Это какой? Это мир. Это Россия. А, это Россия? Да, кинотеатр. А это? Кинотеатр Шталь. А оба работают? Оба работают. Не, ну я первый раз такой вижу, что два кинотеатра напротив. А как они клиентов переманивают? Здоровая конкуренция. Здоровая Видимо, так. Да, И здоровенная. наверное. Прикольно. Не, ну они, я видел, там они недалеко друг от друга, ну чтобы вот так. Так а что, там можно даже зайти ноги помочить, да? Да, можно, в принципе, ноги ходить, помочить спокойно. Пойдем помочь им, раз уж здесь. Перепечки. Всякие булочки. А, здесь без фонтанов, да? Здесь просто вода. Или Ну, фон- как бы там есть, как бы оно может подаваться более активно. Ну ладно.
за эти, да, ты говорил, что здесь одни из самых дорогих квартир Да. в городе Ижевске. Ну, Вот эспланада. с видом на море, как говорится. Будет тебе, говорит, с видом на лестницу. А, это арка дружбы народов, только мы с обратной стороны вышли к ней. Да. Все, я понял. Мы же вниз спускаться не пойдем. Машина у нас здесь. Недалеко стоит. Да? Ну, пошли. Высота Михайловского. А это тоже жилой, да? Да. Это, Это Колизей. Подальше тут поближе к республику. ну, это тоже жилые дома. Квартиры там, да? Да. Понятно. Там, кстати, еще в Колизее, в принципе, относительно дешево по сравнению с этим. Ну ладно. Так что, если кто хочет, может покупать. Да. Цену только не говори. Нет, там иначе надо будет что-нибудь закладывать. Кому едет обычно? Как называется? Свято-Михайловский собор. Свято-Михайловский. А тот? Собор Казанской Богоматери. А это бывший мотозавод, да? Раньше здесь мотоциклы выпускали. Да. Не, ну красиво, солидно смотрится. Ну, мы сейчас еще поближе подойдем. Но... Можно и вовнутрь зайти. Не надо. Вид у меня нету. В шортах в соборы, в храмы не ходят. Ну, будет, если только на карту посмотреть. Ну да, нет. А тогда по, скажем так, устоявшимся нормам. Не. Это не совсем хорошо, это совсем нехорошо. Ну, красиво. Я представляю, как он в темноте подсвечивается. Но... Сфоткаешь когда-нибудь? Пришлешь фотку. Я выложу. Давай, как раз к выходу видео, может, еще успели. Еще раз, если город стал, Да, то по если причине город вот стал. этой улицы. Да, это достаточно частое явление. А это что за улица? У светофора камера Если по ней ДПС. движение Ограничение останавливается, то 60. в итоге весь остальной город может встать вообще в легкую. Потому что, ну, можно сказать, одна из немногих улиц, которая полностью через весь город проходит. Вот это вот, да? Ну, именно, да. Вот именно Ну, можно сказать, видная она часть улицы. может, как центральная артерия, типа, да? Да, совсем самая главная улица. Мгм. Можно. Камера ДПС. Ограничение 60. Вот, это мы сейчас уже близко к окраине в какой-то степени подъезжаем. Ну, именно такой массово загруженный. Понятное дело, что город там еще далековато. Мгм. Но основной поток сейчас уже будет уходить. Ну, а мы идем за город. Старопол. У Да, сейчас светофора Старопол камера сгоняем. ДПС. Ограничение 60. В Старополе я тоже не бывал. Сейчас будешь. Как скажете. Это село Гальяны. Ехали мы в Старопол и решили мы заехать на берег Камы. Ноги в Каме помочить. Купаться, конечно, не будем, хотя, наверное, уже Вода теплая. можно Там было бы. точно теплая. Честно сказать, я впервые на берегу Камы. Никогда я на берегу Камы еще не был. Течение покажи какое. Ну, так видно. Течение хорошее здесь. Нужны тапки. Ой. О, камушки. Ну что, вот и Кама. А лодок-то сколько, нифига себе. Да, вода тепленькая, вообще запросто можно купаться. Самое главное плавать идут. А? Самое главное плавать уметь, а то Ну, плавать я умею. Нижнекамское место придется искать. Да, это туда снесет. А больше некуда. Я понял. А тут же уже судоход, наверное, да? Да. Получается. Ну да, он эти Часто ходят. буйки, там все дела.
Ну, это для самых оптимистов, которые надеются, что туда доплывут. Да. Ну а что, вон смотри, Ну, остров. Не так давно, кстати говоря, соревнования были у нас вот какие-то Ага, по поводу того, чтобы Каму переплывать. да. Ну, Каму переплыть, конечно, сложно. Я согласен. Далеко. Ну, до островка, до этого-то, в общем-то. Нет, до этого-то вообще легко, там пешком ходят. Пешком ходит? Ну, Что думаешь, тут не это? тут относительно не глубоко. в этом Не месте. глубоко. Вон утки плавают. Так что... Не, я нырять не буду. Буду считать, что я искупался. Ну да, облегченная вещь. Да, облегченная версия, точно. Все. Ты тут зимой на лыжах катался? Ну да, мы тут на сноуборде катаемся, на лыжах можно покататься, на плюшках можно покататься, отдохнуть можно полноценно. А лишь здесь никого нет. Да нет, здесь летом и бассейн отапливаемый, еще много всего. Поэтому если кто-то хочет отдохнуть немножко, скажем так, на природе, самое время приехать. О, какая красота впереди. У нас тоже Кама. Да, это тоже Кама. А, ну да, в Сарапульше у нас тоже Кама. Сейчас немножко помедленнее специально поедем. А, красота какая. Это уже Сарапул? Нет, это Нечкино. А, печки. Сама деревня. А, красивые здесь места. Сюда на фуре мы не поедем, здесь делать нечего. Слушай, если только вот сюда на молочную ферму заехать, за творожком. Больше. А что, в Сарапуле нет никаких производств, ничего? Да нет, там дочок-то тоже. Да? Там и молочка, комас, сыропомол. Камера ДПС. Ограничение 50. Это всего зеленое. В основном оттуда идет. Здесь тоже бедная карта Внимание, стоит. превышение скоростного режима. Красиво. Сбавить Она зимой, скорость. конечно, здесь актуальна. Летом она здесь не актуальна абсолютно. А она тут есть? Да, А, она есть. вот она. Вот она висит, красавица. Зимой, да, понятное дело, тут гонщики бывают. И по прямой поехал. Да. Такое насчет висит, есть только для статистики, что вот этот ехал тут. Для опознания будет проще. Вот в остальных случаях она бесполезна. Нечкина. Здесь храм небольшой есть. А, вот видите, был. Потом у нас еще что там, еще 3 маленьких села остается. И потом уже сам Сарапул пошел. Первая достопримечательность Сарапула, да? Да, в данном случае это колония. Всех приглашаем. Нет, спасибо. Добровольные или принудительные. Лучше вы к нам. Так, это у нас именно сейчас пока это еще водоканал Сарапульский. Ага. Колония чуть пониже там будет. Так что еще пока можно не переживать. Выезжаем на улицу Советскую. Вот она сейчас будет нам перпендикулярна. Улица Советская. Так а как правильно? Сарапул или Сарапул? Сарапул. Сарапул? Да. Мы останавливались перед улицей Советской. О, дедушка Ленин. Да, его тут никто не снимает. Зачем его снимать? Он никому не мешает. Ну да. Тут за него. Вот это мэрия. Тут. Местная, да? Да. Вот, а так, сейчас мы пойдем на Красную площадь. Красную площадь. Да. В Сарапуле есть своя Красная площадь. Она маленькая, не как в Москве, но и город маленький тоже. Ну, давай. Что, какой город, такая площадь. А сразу видно Каму такой. А, тут отремонтированная набережная. В этом плане все тип-топ. Да. Зачетно тут так выглядит все. Пошли сюда и проходимся. Давай.
как обычно, все прибрано. Нет, тут все вообще нарядно так. Ну, это центр. Ну понятно. На окраинах немного похуже будет. Вон баржа идет. Смотри, по каме. Что-то там толкают. Тут, ну, как все нарядно-то, а? Как ты сказал, столица Вятской губернии? По-моему, да. Сарапул. Тут порт? Да. Тут речной и пассажирский. Обалдеть. Речной немного дальше. Бар, порт, все дела. Зачетно, зачетно, да. Первый раз по каме вижу, вон что, когда буксир баржу толкает. Это еще небольшая, в принципе. Угу. Там не одна, Ну да, по-моему. больше. Две, наверное. Может быть, и две разом. Сразу. Скотчем в мотель. Да. Не, шикарно, шикарно. Вообще зачет. О, окупаться нарисовано запрещено. По идее, да. Класс. Спасатели даже типа есть. Ну, Да. понятно, должны быть обязательно. Свод, все дела. Ну, нарядненько. Просто так. Даже не ожидал так, в такой вот, ну, мягко скажем. Глубинку. Да, в глубинке и так раз так все красиво. Тут все отстроено так вот, смотри-ка. Точно как в Кремль, смотри-ка. А это Зачет, зачет. Огонь. якорь. Я вижу. Настоящий? Ну. Точно. Посвящается памяти освобождения узников баржи смерти красными моряками 17 октября 18 года. Что за история? Надо... Говорит, Google в помощь, да? Надо почитать «Баржа смерти». Сарапульцам, участникам Великой Отечественной войны и Трудового фронта от жителей города в честь 50-летия Победы. Интересно так вот из цветов сделано. Ну, красиво. Мне вообще зачетно. Ну, хоть честно, да, вот не ожидал я такого. Здесь вот. Извиняюсь за выражение, казалось бы, да, так вот, ну, скажем так, чуть ли не дыра дырой, как вот едешь, ни связи нету, ни родины, ни флага, ничего. И тут сразу так это... Все так зачетно. Респект, респект. Тут не пожалел же кто-то, да? Вот вложил же деньги в город, я имею в виду. Ну да. Начальство. Не ушло, не все ушло налево, чуть-чуть что-то в город вложили. И все, совсем, смотрите, какой вид. Ну, ты не в каждом крупном городе такую красоту увидишь. Это не дядька. Это женщина. Надежда. Блин. Отсюда мне не видно. Дурова. Надежда Андреевна Дурова. Чего она сделала, я не знаю, я не вижу, не могу прочитать. Но вот она, ей постамент стоит. Кто знает, подскажите, чем она заслужила находиться на этом постаменте. Это, кстати, районный суд был Сарапульский, как я помню. Да. Могу ошибаться. Ну тут это вот, как я понимаю, Это мэрия, а там дальше ГАИ. мэрия, ГАИ. Не, ну нарядно, солидный и вот неожиданный. Не везде, говорю, не в каждом крупном городе увидишь что-то подобное, как здесь. Зачетно. Похоже, мы сейчас еще в один дом заедем. Раз мы в музей уже не успели на их территорию попасть туда. Не смотреть не интересно. Ну, понятно. Какая красота. Крайняя точка нашего путешествия. Рассказывай, Илюха, что это мы видим? Это дом купца какого-то, как я помню.
так скажем, отреставрированный лет 8, мне кажется, назад этот дом. Ага. До этого совсем неприглядный был никакой. Сейчас уже вполне себя неплохо выглядит. Это, наверное, одного из основателей, наверное, какого-нибудь. Вполне возможно. Сарапула. А что название, это по-удмуртски что-то значит? Или это просто ничего не значит? Этот как его. Сейчас вспомню. Ну, вспоминай. Мы пока полюбуемся этой красавцем домом. Можно, кстати, туда пройти. Пошли, сходим. Ну, вот приехали, конечно, чем мы с улицы только смотреть. Там, кстати, вон табличка была. А, да, кстати, да. Сейчас мы и прочитаем, что тут написано. Режим работы с 8 до 8. Дом кумца первой гильдии П.А. Башенина. 1904 год. Вот так вот. 1904 года выпуска. Старинное здание, старинное. Сейчас тут медицинский центр. С 2016 года. Но это, там написано было. Ну да, один из основателей. Ну как, не то что основатели, но во всяком случае он тут приложил руку. Камский доктор. Ну ладно, дальше-то мы не пойдем. Дом-то купца, вот он. Красота. Здесь он тоже деревянный. Ну это, я так понял, Чисто местный стиль. это как это, за компанию с этим решили, наверное, и этот отреставрировать. Дверь не закрыл, что ли? 8 вечера, братцы, мы только-только приехали, вот, буквально 10 минут назад. Спасибо, Илюха. Потратил, ну считайте, он приехал ко мне, наверное, часа в 2. Ну, 2:30. До часов почти 6 мы потратили. Съездили в Ижевск. Съездили в Сарапул. Спасибо, дружище. Чего назад сдаю? Здесь, там же одностороннее движение. И там как бы... Блин, нифига. Сейчас увидите, вон знак, видите, справа? Я чуть его не снес, только что. Надо выезжать мне вот сюда. Здесь я не выеду. Что теперь делать-то? Короче, 190 километров мне ехать. В повороте поверните направо, затем поверните направо. До Менделеевска. Там-то вроде как круглосуточно, но у меня загрузка завтра. Я сильно сомневаюсь, что там кто-то что-то. Да и нет у меня никакого желания по ночам там грузиться. Пылищу поднял. Поэтому я думаю, сейчас лучший будет вариант. Поедем, ну, не до Менделеевска, не до этого Нижнекамска. Грузиться в Нижнекамске. Поедем не до Менделеевска, потому что в Менделеевске я не стану там крутиться. Да не доезжая Менделеевска, еще в Удмуртии. Как там этот поселок, деревушка там. Короче, до нее мне, ну, может, час. Сейчас без 10:08. Ну, час, ну, полтора, где-то в 9:30 станем. А завтра в 6:30 выедем. К 8 будем. В Нижнекамске. Потому что, ну, нет у меня сегодня уже никакого желания. Это еще 190 километров, это еще, считайте, почти 3 часа ехать. На следующем повороте поверните направо. Сейчас отсюда еще пока выберемся здесь.
егерей. Выпившая допустимую скорость. Если там все, заявка есть, все данные есть, то там мне таможня не нужна, там заехать, загрузиться, там делов-то на полчаса. Поэтому с утра, если там все в огне, а ночью, скажут, ночью заезжай грузиться, но честно, у меня никакого желания нет. Да и загрузка, говорю, на 8. К 8 утра завтра надо приехать. Так и сделай. Паркинг с левой стороны. Есть тут поворот налево или нет, как вы думаете? Я ни разу здесь не стоял. Ни разу от слова совсем, ни разу. Сейчас посмотрим, есть тут поворот налево или нет. Разрыв, прерывистое, еще что-нибудь. А есть. Тогда все нормально. Тогда заезжаем.
сюда потом и выедем. Так, интернет. Перепроложить. Вот и 4G. Никогда не ночевал здесь. Как-то что-то я все время ее игнорировал. Не знаю, что я ее игнорировал. Через 250 метров плавно поверните направо. Так, интернет 4G, все хорошо. 80 километров отсюда нам потом до загрузки. Как здесь становиться? Едем туда, он самый конец, мордой к забору. Мордой в поле. Наверное, да. Потому что надо открывать форточки. На улице жарко. А вот туда мордой в поле станем. И все будет зергут. Сейчас 9:30, завтра в 6:30 поедем. Ну, иркутские номера. Моряки. То, что еще может быть. Что-то устала Алла сегодня. И что? Пугай меня так. Вроде пикать, так надо уезжать уже отсюда. Устала Алла. Что-то ни свет ни заря выехал. Выгрузка тут. С Илюхой потусили. Что я уже подзаморился сегодня. Надо лечь поспать. Чем мы сейчас и займемся. А еще я сломал этот стекло открывать. Получается, у меня пассажирская открывается, а водительская только закрывать могу. Я водительскую могу открывать только вот здесь, на спальнике. Кстати, сейчас покажу. О, видали? Что делается, а? Илюха, спасибо, конечно, огромное. Ну, хотел большой купить. Я говорю, ты обалдел. Как я не кричал, как не говорил, что не надо. Нифига. А подниматься, вот смотрите, видите. Вот. Ну, сломался этот. Я что-то пальцем. О! Ё-моё. Только что почти заработало. Ну я же опустил чуть-чуть. Я сейчас ее сделаю. Плавно поверните направо. Надо поковыряться там. Но я что-то ковырялся, мне ничего не получалось. Ну как у меня так получилось, интересно? Совсем не сломать. Что-то это дернул тут и все, и ломанул ее, не знаю. Такую кнопку где-то купить ее надо. Найти где-нибудь. Ну только что ж вроде вот меня я даже смог опустить чуть-чуть. Короче, ладно. Утро вечера мудренее.
Заработала кнопка. Только ей надо... Она то работает, то нет. Я, кстати, это обратил внимание, когда вот машину принял. Что она то работает, то не работает. Но как-то вот ненормально. Чего? Проверить уровень воды, проверить фильтр грубой очистки. Господи. О, видите? Она то работает, то не работает. И это было... Я еще с Минска заметил. Ну, думал, может так что-нибудь. Билетер идет. Уровень воды, проверить фильтр грубой очистки. Мы еще ТО делали. Все, короче, пошли спать.